Всем привет и добро пожаловать на новое видео. В этом влоге мы готовимся и пишем экзамены в немецком вузе. Меня зовут София, и я в 3-м семестре, изучаю информатику и изначально собиралась написать 4 экзамена в этом семестре, но в конце решила отказаться от одного странного предмета, поэтому их осталось только 3. В этом влоге я хочу показать обычные 3 недели безудержной подготовки, как проходят наши учебные сессии с друзьями, потому что здесь принято учить предметы в группах, как у меня заканчиваются силы, появляется кофе и спонсируется новый прилив сил. Сессии всегда поделены на 2 части, и в первой из них я буду писать 2 экзамена. Самый первый предмет называется «Разработка программного обеспечения и управление IT-проектами». На немецком «Software Engineering and ITP». Второй экзамен – это самый страшный зверь, которого боятся все студенты в 3-м семестре, а именно теоретическая информатика. Предмет находится на стыке математики и логики, и иногда я думаю, что я в нем вообще ничего не понимаю. Еще у меня был предмет про компьютерные игры, но мы там сдали проект, получили зачет, так что экзамен нам писать не придется. Я, конечно, начала готовиться к этим экзаменам в этом семестре чуть позднее, чем в предыдущих. В самом первом семестре, я помню, начала готовиться аж в декабре. Первый экзамен у меня был, по-моему, 31 января. Здесь у меня наложилось то, что я думала, все здорово, все классно, я успею, поэтому сейчас я с такой мини-горящей жопой пытаюсь все это наверстать. Но самое главное, я считаю, это то, что мы, в принципе, работаем в течение семестра. У нас необходимо все время сдавать задания, делать какие-то проекты и, в принципе, работать над предметом. Так что, по сути, вот эта подготовка к экзамену, она идет вот involuntarily, и мы уже частично к этому готовы. Перед экзаменами у нас нет специально отведенного времени на подготовку. В этом влоге у нас заканчивается предпоследняя неделя учебы, поэтому нам приходится сдавать обычные задания по предметам, а между делом пытаться найти время и место для подготовки к экзаменам. Удобнее всего зайти в библиотеку в перерывы между занятиями, потому что все предметы у нас очные, и мы все равно находимся на территории университета. Здесь у нас другой день и другая подготовительная сессия. Мы часто собираемся группами и решаем экзаменационные задания прошлых лет, если такие есть в доступе. У теоретической информатики их просто пруд-пруди, поэтому нам было где развернуться. С недавнего времени у нас появилась смешная фишка, что мы едим морковь вместо вредных снеков, когда встречаемся в группах. А также, как вы видите, периодически еще и яблоки. После относительно успешной 2-часовой сессии мы отправляемся в Макдональдс, чтобы потом вернуться и продолжить. Окей, тут должна сказать, что в Макдональдс мы ездим не часто, и я оставляю это именно на экзаменационное время, что-то по типу награды. Хотя с каждым годом еда мне нравится все гораздо меньше. А тут нам пришла гениальнейшая идея пойти осмотреть и опробовать местную детскую площадку. Меня там почти никто не снимал, но я была везде. А потом я усмотрела эти огромные весы. Сидеть было бы очень легко, поэтому мы решили встать и протестировать наш вестибулярный аппарат. Bleib in der Mitte. Weiter nach rechts. So. Emily muss. Ja, so. Perfekt. В балансе мы достигли успеха и продолжили покорять теоретическую информатику. Я решила прогуляться после нашей такой большой learning session после Штефана, потому что мы практически 5 часов просто сидели, и у нас уже так темно. А планирую сейчас прийти домой и продолжить делать либо теоретическую информатику, либо дальше software engineering, как говорится, как пойдет. Я сейчас вспомнила, что мне еще нужно сделать задание. Кстати, на следующую неделю, дедлайн у нас получается завтра, как раз для software engineering. Надеюсь, там будет что-то полезное для экзамена, чтобы это были не просто какие-то рандомные задания, но у нас следующая неделя будет последняя неделя, поэтому задания еще, к сожалению, есть. Их много, их придется делать, поэтому я начну сейчас. Такое очень непопулярное мнение, пока я вот здесь готовлю ужин. Макдональдс
такой невкусный. Который раз я туда хожу в надежде, что будет что-то интересное, будет что-то вкусное. И каждый раз уже в последние года так 3 оно меня все время разочаровывает. А вот это вот здесь вот гораздо вкуснее получается. Может быть, оно выглядит не шедевриально, но зато оно на вкус будет классным. Всем доброе утро. У нас сегодня воскресенье. И я снова отправляюсь в библиотеку, как обычно. В этот раз мы тоже собираемся дальше учить теоретическую информатику. Скорее всего, готовиться к первому экзамену, но теоретическая информатика будет самая такая прям сложная. Мы вчера впятером сидели, делали один экзамен и справились примерно за 3 часа впятером. А у нас на экзамене, понятно, всего лишь 2 часа дается. Вот, но с такой погодой здесь прям не хочется сидеть в библиотеке, хотя очень классно, что они в именно экзаменационный период открыты по воскресеньям. Но с такой вот погодой хочется пойти гулять, потому что по моим биометрическим часам сейчас май. Потому что +8, зелено. Это, конечно, здесь еще не зелено. Сейчас я вам покажу, где зелено. Зелено. Да, только что еще вот почки не расцвели, но я надеюсь, что сегодня расцветут наши знания, и мы будем готовы. Повторюсь, великолепно зелено и совершенно не снежно. Я как Ельцин. Я устал. Все, я уже пришла домой. Сижу здесь, собираюсь силами. Пытаюсь замотивировать себя, чтобы встать, почистить картошку и еще всяких овощей, только что не фруктов, на ужин. Вот мы сегодня в общей сложности, по-моему, часов 5 поработали. Так продуктивно на самом деле. И теперь на следующей неделе, я думаю, если будем, то только частями. Поэтому я тоже буду показывать различные апдейты. Сейчас мы уже, так сказать, на хорошем пути к подготовке к теоретической информатике. Но меня еще все обламывают эти задания, которые нам нужно постоянно делать. На этой неделе у нас еще полномасштабная учеба. Всем доброе утро. Я уже успела пролить на себя кофе, пока здесь шла. У нас сегодня пятница, и по самым лучшим традициям я отправляюсь в библиотеку. Но для начала у нас будет самое последнее занятие по как раз предмету Software и TPM, где мы просто будем представлять проекты. Мне не нужно там участвовать, но как бы ради командного духа я отправляюсь туда просто поддерживать. Я принесла из университета лазанью. Выглядит она совершенно неаппетитно. Может быть, на вкус она и чудесна, но на вид так себе. Легендарный момент. Менза просто превзошла себя. Никогда не ожидала от нее такую вкусную лазанью. Так что мы сейчас подкрепились, и я продолжаю дальше изучать теоретическую информатику. Send help. Спустя 3 часа у меня уже просто шкварчит мозг. В животе не урчит, потому что лазанья была все еще хороша. И я в такие моменты думаю, наверное, все-таки физика в российском вузе была бы еще хуже, чем вот это все. Потому что здесь вот, например, у нас стык математики, логики, даже информатикой-то и не пахнет на самом деле. То есть информатика для меня это когда ты пишешь какие-нибудь коды, не знаю, там программируешь в Java, Яве. А здесь у нас какой-то вот страшная мешанина из математики и логики. И я вот думаю, наверное, это все-таки лучше, потому что физику я вообще не знаю. Там бы я, наверное, сидела просто как филин, вот так вот. Угу. Пойду сделаю себе кофе. И время сейчас 4.
Продолжу потом дальше. Нахожусь на перепутье двух дорог сейчас. Мое приложение показывает, что я уже сегодня учила все это 5 часов 8 минут, что, в принципе, определенный для меня рекорд. Но вот я думаю, остановиться или не останавливаться, потому что, по идее, нейроны так сейчас активно бегают по мозгу, и они готовы воспринимать еще что-то. Но, с другой стороны, я думаю, я сегодня прошла 302 файла. Для меня слайды — это вообще здорово, потому что всего у нас презентации 653. То есть практически половину, если быть так оптимистичной. И вначале, конечно, там было, как обычно бывает, легко. И я какую-то часть уже помнила, и это для меня было только повторение. Так что хардкор, конечно, начнется во второй половине, как раз тех, которые у меня остались. Но я думаю, на сегодня я закончу именно вот это вот все новое изучать, повторять. И если что, только буду читать свои вот эти вот записи. Апдейт. Да, у нас все еще есть елка. Всем доброе утро. Сегодня суббота, и мы отправляемся к моему знакомому, сотоварищу, так сказать, на, наверное, 6-часовую сессию по теоретической информатике, где мы будем как группа просто сидеть, все это вместе учить, повторять. В общем, будет весело. Если что, про веселье это был сарказм. Я вернулась, пробралась сквозь этот туманный, прекрасный Магдебург. Выглядит реально очень здорово, красиво, прям думаю, могло быть почаще. В общем, у нас сегодня была прям супер-мега-сессия. Я нами горжусь, потому что за 3 часа, правда, в шестером, но мы смогли сделать контрольную. Кстати, самое смешное, что это тот экзамен, который писал Макс в свое время, когда он, вот, собственно, сдавал этот предмет. Поэтому мы, конечно, в шестером это все сделали, были так горды собой, и потом еще позанимались даже для второго экзамена, и на этом сегодня все. Вроде бы, что такого, мы сидели все время на стуле, никуда не двигались, нет, прям такая усталость берет. Поэтому сегодня я больше ничего учить не буду, завтра мы планируем пойти в библиотеку тоже с 10 до 6, то есть с 10 до 18:00, и устроить еще прям такую большую сессию подготовки к теоретической информатики. Мы уже вернулись. В этот раз у нас подготовка была очень маленькая, на самом деле, всего лишь 3 часа, но за 3 часа мы смогли сделать прям полный вариант экзамена, с исключением некоторых заданий. И сейчас я снова сделала себе кофе-йог в надежде, что он меня взбодрит. И буду заниматься именно подготовкой к экзамену, который будет в следующую пятницу, который этот Software Engineering. И там вообще прогресс на самом деле такой жалкий, складкий, вообще прогресс ни о чем, потому что, в принципе, я им не занималась. Все мои силы были направлены на подготовку именно к теоретической информатике, потому что она самая сложная. И сейчас мне нужно добить хоть какую-то часть лекций оставшихся тоже. Я начала делать себе вот такие вот пометки. Буду также работать над сетом Quizlet, и мне нужно это еще будет, конечно, повторять, потому что одно дело, что я это как бы вспомню, что я помнила, но там есть, конечно, большая часть, которую я и не знала к тому моменту, поэтому мне нужно ее будет выучить. Последние моменты, когда ты можешь и хочешь в себя что-то запихать, какое-то знание перед сном.
Получается, сейчас я выписываю себе вот на бумагу все то, что не вместилось в меня после того, как я учила это в Quizlet в карточках. В принципе, это очень помогает, потому что это все я таскаю абсолютно целый день практически с собой и пытаюсь это выучить наизусть, потому что, как я говорила, некоторая дефиниция — это просто тупо учить наизусть. Мне на самом деле такое не нравится. Так что завтра мой экзамен в 11. Самое смешное, что Макс тоже пишет экзамен. У него в 8 утра, так что он отстреляется гораздо раньше. И это его первый экзамен на магистра. Несмотря на то, что магистра он начинает только в следующем семестре. Поэтому мы увидимся с вами уже завтра, а для вас через пару секунд. Ja, oder die haben es getrennt gemacht. Wir müssen es machen, ne? Alle wussten es. Ja, deswegen. Two hours later. Абсолютно отвратительно. Никакого успешного чувства у меня нет. Wie war die Klausur? Naja. Wie war die Klausur? Scheiße. Scheiße. Wie war die Klausur? Да, вообще как-то, честно, не хочется комментировать это происшествие, я бы так назвала, а не экзамен. В общей сложности к нему с вчерашней подготовкой и сегодняшним повторением я вышла на 23 часа, потому что я в общей сложности готовилась к экзамену, и, честно сказать, мы все его недооценили. Прям до такой степени, что мы практически все вышли, и у нас были разные проблемы, то есть кто-то в одном месте не сдал, кто-то в другом месте не знал, но мы все были в таком вот ощущении, типа, нас подставили, нож в печень, никто не вечен. Завтра у нас планируется супер-мега встреча, опять, наверное, на пару часов. В этот раз у меня, мы будем готовиться к моему сейчас вот второму экзамену теоретической информатики. Там у нас нет никаких ожиданий, что что-то будет хорошо, что-то может быть легко. Там все плохо, там все тяжело, поэтому там мы готовимся прям как это... Народ только что разошелся. Я сижу здесь, думаю, надо пройти пропылесосить еще раз после всего этого. Позанимались мы, в принципе, сегодня довольно продуктивно, где-то часа 2, наверное, и делали вот довольно тяжелую контрольную, потому что у этого экзамена хотя бы есть предложенные старые экзаменационные варианты, всякие контрольные, то есть у теоретической информатики, потому что она уже давно есть как предмет в университете. И вот попался вариант, просто выколи глаз. Мы сидели и думали, ну, это задание мы не сделаем, но следующее еще тяжелее. Поэтому, скрипя сердцем, зубами, мы прошли, сделали вот эти вот все задания вместе. У нас только подход, что мы встречаемся как группа, обсуждаем вот эти вот задания. Завтра у нас ничего не запланировано вот как группа. Каждый из нас будет сидеть отдельно дома, пытаться выучить теоретическую часть, потому что есть всякие тоже дефиниции, которые нужно знать. Ich würde sagen, es ist richtig. Nach dem Satz von Reis. Ah, schon wieder. Ich liebe den Satz von Reis. В этот уникальный час мы закончили нашу вечернюю подготовку в день перед экзаменом. Точнее, уже практически, можно сказать, в ночь. Я чувствую, что я подготовилась хотя бы к этому экзамену гораздо лучше, чем к предыдущему. Просто потому, что я еще не считала, но, наверное, это уже больше 30 часов точно подготовки. Я уже отправляюсь на экзамен, который у нас в 8 утра. У меня просто с собой целый набор. Вода, кофе, Red Bull. Здесь никого нет. Еще пока. Но мы и не в этом помещении пишем. Мне вообще так нравится атмосфера всегда этих экзаменов. Такое единение студентов. Мы вместе повторяем. Сейчас будем стоять наверняка. Это гурьба народа. 100 человек. Какие все надо учить, что-то повторять. У меня на первом бакалавре их вообще не было. Экзаменов практически, дай боже, 4 за все 5 лет обучения. Поэтому здесь для меня, честно, отдушина. Я обожаю писать экзамены. Очень непопулярное мнение. Не кидайтесь, пожалуйста, камнями. Мы так рано, что даже здесь света нет. Two hours later. Мы написали! Ура!
И мы все еще живы. Мы сравнили наши показания. У меня в первом, значит, А было правильно, Б было неправильно, а у Кати наоборот. А неправильно, Б правильно. Ага. Мы это как Или комплементарные, то, и то, это я еще не знаю. комплементарные элементы. Ага. А по ощущениям было, кстати, гораздо лучше, в моем понимании, чем первый экзамен ITPM, просто потому что мы к нему больше готовились. Не, я больше была к ITPM подготовлена, честно говоря. Ну, значит, вот так вот. У меня это лучше получается выучивать наизусть, заучивать вот это вот. А когда доходит дело до, как это называется, анвендинг, Прикладного. ну да, употребления Да. этого всего знания, то тогда Ага. не особо. А у меня наоборот, прикладной был чуть получше. Ну, мы, короче, посмотрим. В общем, мне теперь нужно стресс как-то редуцировать в своей жизни, пойти погулять. Километров 8, наверное, нагулять. На таком прекрасном моменте мы заканчиваем эту мини... Жизнью. С жизнью нет, но с этим влогом. Всем доброе утро. Так как я еще не начала монтировать этот влог, я решила, логично, что нужно его закончить, потому что буквально вчера пришли мне результаты. Самое смешное, что не самого первого экзамена, а второго экзамена теоретической информатики. И я просто хочу поделиться с вами, чтобы так закончить логично все это повествование. И в такой прекрасный день мне бы очень хотелось сказать, что я сдала. Но я не сдала. Да. И в этой ситуации, знаете, мне больше всего обидно, что это был самый сложный предмет за все это время. И с самого начала, вот с октября месяца, я начала к нему готовиться. Я знала, что он сложный. Я не пропускала ни разу домашние задания. Я их все делала. Ходила практически на все лекции, за исключением, когда я только болела, и то я их пыталась нагнать. И в общей сложности я готовилась 35 часов к экзамену именно вот в конце. И буквально вот для вас это пару секунд назад я говорила, что экзамен достаточно легкий. То есть у меня было ощущение, что все здорово, супер, я сдам. И я не сдала. Второй экзамен, который был первый, Software Engineering, я, слава богу, сдала. 3.3, может быть, не самый шикарный результат, который мог бы только ожидаться, но по сравнению с теоретической информатикой там у меня было уверенности гораздо меньше в этом всем, и я, честно, уже ожидала, что все, я закрою глаза на этот семестр, сделаем вид, что этого влога, что этого семестра, в принципе, никогда не существовало. Но я могу теперь выдохнуть спокойно. Так что, друзья, спасибо, если вы досмотрели до этого момента. Счет 1-1. Пока ничья. Хотелось бы, чтобы это было в мою пользу, а не в пользу университета. Но, я надеюсь, нас ожидает еще много успешных экзаменов и зачетов. Поэтому еще раз всем спасибо, что вы досмотрели до конца. Я желаю вам всем отличного дня. И мы увидимся с вами уже в следующих видео. Так что всем пока!